Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, нечто подобное я провела, когда мне было, наверное, 23-24 года. Нет, точнее, мне было 24, потому что это было после родов, очень тяжелых, во время которых я чуть не умерла. Потом началась депрессия, усталость, сами понимаете, ребенок маленький, кесарево, очень трудно ходить, все время слабость, лихорадила, усталость. И я поняла, что копится очень много внутри вот этой боли, агрессии, когда женщина после сама себе не нравится, естественно, очень многое меняется, вместе с материнством проявляется, то есть появляются страхи, тревоги и прочее. Я поняла, что мне нужно это куда-то деть, иначе это все копится во мне, и потом будет тяжело и мне, и тем, кто меня окружает. И я провела данный ритуал, тогда была это скорее импровизация. Основа, да, за основу перекиды, неправильно сказала, разного рода перекиды, которые практиковались испокон веков. Но такую работу никто как бы не делал. Похожее, может быть, что-то есть. Не может, а наверняка где-то что-то похожее есть со всякими разными манипуляциями. Но я поняла так. В народной магии есть такая тонкость. Обмануть злых духов, обмануть смерть, обмануть беды. Персонализация всех проявлений человеческих чувств, различных аспектов человеческой жизни. То есть мы воодушевляем, да, мы даем имя бедности, безденежью, мы даем имя болезням. Те самые, например, 12 дочерей Иродовых, они тоже направлены, эта чистка на то, чтобы убрать всякие хвори. Эти хвори имеют свои имена. То есть намного легче создать некую реальность, потустороннюю реальность, параллельную, и так легче, то есть представить в сознании и изгнать это нечто, или представить и притянуть к себе. Одним словом, я поняла, что этим силам нужен кто-то, кто вместо тебя пострадает, а тебя освободит от того, что у тебя есть, от трудностей, от бедствий. И что это может быть? Это может быть тот, кто откупится за тебя, кто пострадает вместо тебя, откупник. И в качестве откупника я сделала восковую фигуру. Здесь готовая восковая фигура, женская фигура. Вы можете взять готовую восковую фигуру. Цвет желательно черный или обычный воск, желтый. 4 черные свечи, земля или песок. Начитываете 3 раза, нарекая эту фигуру своим именем. Естественно, я вам сейчас дам заговор. После зажигаете и читайте 6 раз. Оставляйте, чтобы эта фигура догорела, до конца расплавилась. После, вот видите, я заранее подготовила. После того, как эта фигура догорит вместе с этими свечами,
значит, берете это все, завязываете в узел и на следующий день выносите. Выносите и оставляете либо возле реки, либо под деревом. Оставляете, кладете рядом 6 монет и говорите: откупаюсь от откупника. Отворачиваетесь и уходите. Вы отдаете свои бедствия, свои трудности, свое безденежье, может, депрессию. Маята – это и есть депрессия, когда мается душа. Вы отдаете восковой кукле, идолу или чуру, так называли. Вы отдаете этой кукле, и вы как бы обманываете злые силы тем, что вот вы же пришли в мою жизнь, чтобы меня мучить. Ну вот она я. Вот. Вот эта восковая фигура, это я. Вы же назвали ее своим именем. Вот она мучается. Все, она помучилась, и достаточно. Я вам приводила пример, как, например, лечили от смерти шаманы. И сейчас лечат африканские шаманы. Если у человека неизлечимая болезнь, и он скоро уйдет, ему терять нечего, он проводит, они проводят разные есть методы. Закапывают человека в землю, якобы он умер. Над ним совершают всякие разные манипуляции и призывают духа смерти, чтобы он пришел и увидел, что человек уже умер. Все, он там лежит, и дух смерти, считая его уже умершим, уходит. Потому что, еще раз объясняю, разные сущности по-разному видят нас. Они не видят нас, как мы друг друга видим. Да? Вот мы там в красном, в черном, в шортах или в брюках. Вот я вижу человека. Он там брюнет, шатен, блондин и так далее. Они видят нас внутренним видением. И посланники смерти приходят за человеком, они должны видеть определенный ритуал, который проводят, когда человек умирает. А что это за ритуал? Хоронят человека. Вот этот дух приходит и видит: все, человек умер. Но не успел я душу забрать, значит, уже забрали эту душу. Отворачивается, снимает с него вот эту программу смерти и уходит. Он уже умер, все, дело сделано, дух уходит. И тогда человек возвращается к жизни. Помните, я вам давала саван жизни, да? При просто безысходной ситуации можно это провести, и жизнь обновляется. Но только тогда, когда уже другого выхода нет, все. Вот сказали человеку: вот вам осталось только жить. Что ему терять? Он берет и проводит саван жизни. Мне очень жаль, что люди не изучают мой канал, потому что многие те, которые, естественно, и лечатся, и лечение обязательно должно быть, нельзя бросать. Но бывает же, врачи говорят, что все, мы больше ничего делать не будем. Мы сделали все, что смогли. Дальше на обезболивающих и ждите, другого выхода нет. А человек еще не стар, ему нужно жить. Что делает человек? Берет и проводит этот ритуал. А вдруг поможет? Вы знаете, из 100 случаев, например, 40-50 может помочь, когда уже абсолютная безнадежность. Все, крест поставили, уже готовитесь. И вы можете попасть в это 40-50%. Почему бы нет? Что вы теряете? Это бесплатно. Просто объяснено, что надо делать. Всего-то там несколько метров ткани не сможете купить. Простынь берите, проведите. Я к тому, что, знаете, иногда люди заходят: ой, а что мне делать, а как? Я говорю: вот возьмите, проведите. Ой, я не знаю, у меня дети, у меня там дом, хозяйство, мне некогда. А кто должен о вашей судьбе думать, кроме вас? Кто обязан об этом вообще думать? Да я такого человека даже за деньги не возьмусь помочь. Знаете почему? Потому что такой человек не сделает то, что я говорю. И результата не будет. И разойдемся не очень хорошо. Потому что такой человек, который говорит: мне некогда о себе думать, менять свою жизнь, спасти себя, он и тогда бы: ой, вы знаете, я ничего не сделал, мне просто было некогда. Вот когда такое говорят, у меня просто шок. Вы что думаете,
У меня нет семьи, дома, у меня нет забот, трудностей, но я же нахожу время вам это дарить. Через силу иногда, уставшая. Мне бы пойти поспать, а я думаю, ну, подарю что-нибудь людям, дам что-нибудь полезное, пока могу, пока есть сила. Почему бы нет? Бесплатно, совершенно даром. Спасительные работы. Берите, только делайте. Если вы заходите на мой канал раз в году на 2 минуты, не рассчитывайте на то, что ваша жизнь изменится. Это все равно, как от смертельной болезни ты пьешь там аспирин раз в году и думаешь, что, ну, должно помочь. Понимаете? Человек, если хочет менять свою жизнь, садится, смотрит, перелистывает, ищет. Ведь все упрощенное до невозможности, да нельзя. Набирайте «Ведьмина изба» официальный сайт. Там есть несколько сайтов, создали наши зрители, чтобы работы остались. Но официальный сайт, заходите, нажимайте форум. Мы даже просто столбиками разделили для удачи, для исцеления, для, не знаю, что там, защиты, да, денежные ритуалы. Разделено. Нажимаешь, заходишь и выбираешь ту работу, которая тебе нужна. Все даром. Да, они есть в книгах, но я перед тем, как в книгах их внедрить, я вам дарю сначала. Те, которые я не успела, и те, которые нельзя вот просто на всеобщее обозрение выставлять, есть такие работы. Потому что люди необдуманно могут взять, сделать, и поэтому не нужно. Они должны к этому прийти. Они в книгах, но их, что там, 90% работы вам подарено, 10% может быть есть в книгах то, что я не успела, не смогла или нельзя там показывать, предположим, да, некоторые работы. Все. Итак, чем вам поможет этот ритуал? Этот ритуал поможет вам, чтобы восковая фигура откупилась за вас. Вот пришли злые силы в вашу жизнь. Неважно, как пришли, вы их каким-то образом притянули к себе, какие-то неправильные вещи сделали, с неправильными людьми сошлись. Вы знаете, что даже дружба с неправильными людьми, нехорошими людьми чревата не только тем, что эти люди могут вам навредить или подставить, или имя ваше, вот как бы, скажи, кто твой друг, да, это не очень правильное выражение. Как-то я читала, не помню, кто сказал, не суди по друзьям, у Христа тоже Иуда был другом. То есть, ну, это так просто. Привожу пример. Христос, он вообще-то собирательный образ. Ну, ладно, об этом не будем. Не только портит ваше имя, если человек узнает, что вы с такими там дружили или общались. Но эти люди приводят с собой свои, мы уже говорили об этом, захматы. То есть свои темные духи. Когда-нибудь кто-нибудь, ну вот, дружил с человеком, который был на войне. Они очень плохо спят. Они кричат всю ночь. Я не говорю, что с ними не надо дружить. Я имею в виду, что таких людей надо очищать. Потому что, ну, во-первых, на них кровь, и это нормально, они воюют. Во-вторых, очень много погибших, ушедших душ его друзей, которые не нашли покоя. Они прицепляются к живым. Понимаете, как когда человек гибнет внезапно, он не понимает, что он погиб. Он не осознает этого. Он не осознает, что его нет. И он просто цепляется к другу, чтобы спастись, с ним выйти из этого вот линии огня. Так и остается. Он в этих мирах остается, понимаете? И вот с таким человеком, например, дружите, и ночью вы можете слышать, как они кричат, они плохо спят. С ними надо работать потом, их нужно вычищать это все, убрать. Я и такой ритуал дам, когда все закончится, я дам такую работу родителям, женам, как сделать так, чтобы этот груз войны упал, ушел. Потому что он будет влиять очень сильно не только на психику, но и на семью. Я очень многое, если мне боги дадут жизнь, я очень много еще вам подарю. Я единственное, чего боюсь, не умереть рано, а не успеть вам дать, потому что у меня очень много в запасах, а я ужасно выжатая и очень много переживаю за все, что происходит в нашем мире, вы это знаете. Я не равнодушный человек, и мне это порой мешает. Но меня так просто выводят люди, которые, вот, вы знаете, у меня семья, дети, поэтому я не могу зайти изучить. А кто
должен за тебя это делать. А у нас нет семьи, детей. Мы все какие-то беспризорные, безалаберные. Ничем не занимаемся сутками. Сидим там, только это, чиркаем семечки. Понимаете, это вот хочешь менять свою жизнь? Меняй. Не хочешь? Не вой. Все. Не грузи людей своими проблемами. Такое ощущение, что они прям обожают плакать. Вот плакать, рыдать. Берите, сделайте. Мужчина мне пишет год назад. Вот у меня там эти проблемы какие-то. Я говорю, возьмите, даже я посоветовала, какие примерно работать. Сначала проведите, посмотрите, результат будет какой. Через год почти. Он мне опять пишет, там 9 месяцев или 11 прошло. Вот, да знаете, Инга, вот проблемы не решились. Я говорю, а вы сделали что-нибудь? Ой, знаете, я просто вот не знаю даже как, чего. Я говорю, вы даже не посмотрели эти работы, не знаю как, чего. Одну свечу зажечь и начитать 6 раз. Вы не знаете как? Ну, я просто вот это... Да просто ты пришел, написал, мне пишешь, еще кому-то, еще куда-то, везде пишешь. Кто за тебя будет делать? Кто-нибудь возьмет, может быть, вот сделает. Понимаете? Вот и ты ходишь целый год. За целый год один раз пойти и начитать. Я вам приведу пример, правда, это библейский пример, ветхозаветный. Когда девочка попала в плен к ассирийскому вельможе и очень подружилась с его женой. И она ее любила как дочку. И когда тот покрылся какими-то язвами, эта девочка сказала, к какому человеку можно идти, знающему, видящему человеку, который ему поможет. Через жену передала, потому что напрямую-то не скажет такому человеку, да, имеющему вес, ребенок что-то там советует. И жена посоветовала ему поехать и найти вот этого человека. Он поехал, нашел. Насколько я помню, языки. Их, конечно, называли пророками, но я считаю, что они были просто чародеи очень сильные. Так и остались, как пророки, видящие. Ну, хорошо. И он сказал, иди там 3 раза окунайся в Иордан, искупайся такого-то дня, вот вечером такое-то время, и у тебя все сойдет. Не в Иордане дело, а он ключ дал, понимаете? Он сказал, в какое время идти и что делать. То есть это время, час, день играет роль. Значит, там целебные воды становятся. То есть он знал что-то. И военачальник разозлился. Он сказал, что у меня на моей родине, что ли, нет рек, чтобы я туда тащился и купался. И я не этого ожидал. Он, наверное, ждал, что он сейчас выйдет, костер зажжет, будет исцелять. А он сказал вот это. Он даже не ему сказал. Он отправил своего человека. Тот встретил его на полпути и сказал, я знаю, что ты идешь к моему господину, но мой господин просил передать тебе, чтобы ты вот пошел и во столько-то в этот день искупался в Иордане 3 раза. Он разозлился, вернулся домой. Жена ему сказала, послушай, если бы он тебе сказал, что надо идти за 7 гор, найти какое-то редкое растение, ты бы, наверное, пошел и сделал, потому что это для тебя, для твоего исцеления, ты бы на все пошел. А человек тебе всего лишь сказал, какое время, какой день идти искупаться. Тебе что, трудно это делать? Ты на трудное был готов, а это не хочешь сделать? И он послушался жены, пошел, искупался, и у него все это сошло. И он отправил сокровища, но тот человек не принял его и попросил отправить куда-то в помощь кому-то. Я говорю о том, что если бы вам сказали, что вам нужно найти 3 хвоста павиана, найти челюсть крокодила и в 12 ночи все это сварить и в котелке отнести на кладбище, найти безымянную могилу, перевернуть это все, зажечь там костер и сварить еще что-нибудь, потом, не знаю, голышом лежать на земле 3 часа, потом встать, потом пойти по какой-то тропинке в лесу, поспать и вернуться домой, вы, наверное, это сделаете для того, чтобы спастись, чтобы что-нибудь получить. А просто зайти, изучить, посмотреть несколько заговоров, начитать, для вас очень сложно. Что мне делать? Взять и дать вам такие сильные ритуалы, но очень сложные и просто нереальные, чтобы вы не могли даже близко подойти к ним.
Восковая фигура. Можете сами слепить. Как у вас получится человечка слепить. Вот даже не обязательно какие-то половые особенности там лепить. Но поскольку есть готовые, можете готовые восковые фигуры заказать, купить. 4 черные свечи зажигайте. Но сейчас я поставлю, как нужно жечь, потому что вот таким образом, как перекресток, открывается вот судьба. Угу. Вот таким образом. Зажигайте. Значит, песок или земля. В горшках, которые продают, не подходит. Нужно именно землю взять, потому что там есть всякие примеси. Они не подходят. Нужно именно живую землю. Ну, земли-то взять где-нибудь, думаю, не проблема, правда? Значит, начинайте читать с 00 ночи до 003. Видите, на часах еще 3 часов нету. 3 раза читаете сначала наречение имени, потом 6 раз, потом зажигаете восковую фигуру, 6 раз читаете, пока горит. А потом оставляйте догорать свечи и фигуру восковую, чур восковой, идол восковой, неважно, откупника вашего. Вот он догорает. Все это уходит, естественно, сюда. Можете внизу что-нибудь подложить, если переживаете, чтобы там чего не сгорело. Вообще в такое время всегда держите рядом стакан с водой. Потому что, очищая от себя, убирая всякую там черноту, огонь бывает ярый и агрессивный. Ну, на всякий нужно подстраховаться. Итак, начитали. Все это растаяло, догорело. Значит, берете, завязываете узелком. Эта свеча не считается, это я так просто поставила для декора. Завязывайте. Это все подсвечники, естественно, уберите, их не нужно выкидывать. И на следующий день уносите либо возле реки, не озеро, река. Река – это вечное движение. Река – это символ самой судьбы человека, движения, перемен, жизни. Озеро стоит, озеро никуда не двигается, озеро или море. Поэтому нужна бегущая вода, да, вода живая. Оставляйте возле реки или возле дерева. Положите рядом 6 монет, любую монету, без разницы, и говорите: «Откупаюсь от откупника». Отворачиваетесь и уходите. И вы увидите, что вам станет легче. Во-первых, могут уйти хронические болезни, могут притупиться, остановиться на долгое время. Это не лечение болезней, но они могут уйти. Такое бывает, что во время чисток становится легко. И подагра уходит, и бывает, что позвоночная грыжа надолго не дает о себе знать. Хотя есть у меня, да, от боли в спине с молоком, он очень сильный. Имейте в виду, и надолго вообще помогает, боль проходит. Я постаралась как можно больше облегчить вам жизнь. Не знаю, там, можете, конечно, пойти и купить какие-то марафоны за космические суммы, где там вам скажут, что вам нужно сесть в машину какую-то, ощутить, понюхать кожу. Может быть, если вам деньги некуда девать. А здесь совершенно бесплатно. И еще раз повторяюсь. Самое полезное, правильное, настоящее дарится даром. Запомните это. Итак, дальше. Депрессивность уходит, становится легче. Если препятствия были там, скажем, на работе, они уходят. Это может помочь от постоянных каких-то трудностей, дома, как какое-то напряженное состояние. Одним словом, вы надолго отправляйте из своей жизни злых духов, пока они опять не наберутся силы и не придут. Они время от времени приходят, смотря с какой силой. Я вам уже объясняла, почему. Потому что мы живем в обществе, нам завидуют, не так смотрят. Вы знаете, даже если вам не присуща зависть, даже вы можете навредить человеку вот
просто, когда вы, как вам сказать, восхищаетесь чем-нибудь резко или радуетесь, можете сглазить. Можете невольно, не желая того, сглазить, испортить человеку вот это дело, работу. Когда человек заранее говорит, я вот уже по себе даже знаю, если у меня, например, ролик загружается, я, например, скидываю Яне, говорю, сейчас будет новый ролик, на всякий сохрани. Заранее, оно еще грузится. И жду и жду, потом опять сбой, потом снова. И я уже перестала заранее говорить, загрузилась, потом говорю. Потому что Вселенная тебе еще это не дала. А ты уже говоришь, это мое, вот оно уже загрузилось, вот на всякий сохрани. Нет, загрузится, потом скажешь. Или я вот я намерен купить машину, вот я уже накопила, осталось вот 5000, вот и все, и пойду, и все. И обязательно что-нибудь случится, эти деньги уйдут в никуда. Не делите шкуру неубитого медведя, народная мудрость сказана не зря. Так что мы живем в этом мире, и все взаимосвязано. И когда у нас отрицательные эмоции, трудности, какие-то депрессии, боль души, всякое, это все начинает чернить вот вокруг нас, нашу эту оболочку, где собирается энергия наша. Она начинает пробивать нашу энергию. Мы как в яйце сидим, понимаете? Вокруг нас энергетическое наше поле, которое нас сохраняет, охраняет, и питает. И вот он начинает пробивать это все. И это как мясо для собак. Вот вы становитесь лакомым куском для злых сил. Постоянные отрицательные эмоции, они начинают на вас обращать внимание. И приходят, и вокруг вас, называйте их лярвы, они тоже из злых сил, но не настолько могущественные, хотя могут очень там навредить и просто забирать энергию, жрать. Вот знаете, иногда бывает, что человек утром просыпается, как будто его били дубинкой, все болит тело, усталость, сил нету, не высыпается, во сколько бы ни лег. Это он набрал на себя это все. Ему нужна чистка, нужно провести чистку, нужно найти это время и провести чистку, убрать, оторвать от себя этих паразитов, вампиров, которые у него забирают энергию. Поэтому он не высыпается, поэтому он усталый, поэтому у него боли, кошмарные сны и так далее. Приступим. 3 раза читаем наречение куклы вашим именем. Вы нарекаете эту куклу своим именем и делаете своим откупником. Вместо вас будет страдать и гореть кукла. Слушай меня, восковая душа. Нарекаю тебя моим именем. Заклинаю тебя могучим словом. Себя, имя мое назову. Себя, инги, тревоги, маяту, суету и неудачи, душевные муки, страхи, переполохи, безденежье и препятствия снимаю и на восковое тело надеваю. Ты, идол восковой, чур из свечи. Стань откупником, за меня страдай, гори, догорай, и мои беды с собой забирай. Тебе гореть, а мне жить и радоваться. Слово мое крепкое, до воскового тела цепкое, ключ, замок, язык. Заклято. Слушай меня, восковая душа, нарекаю тебя моим именем, заклинаю тебя могучим словом, себя, инги, тревоги, маяту, суету и неудачи, душевные муки, страхи, переполохи, безденежье, препятствия снимаю и на восковое тело надеваю. Ты, идол восковой, чур из свечи, стань откупником. За меня страдай, гори догорай, и мои беды с собой забирай. Тебе гореть, а мне жить и радоваться. Слово мое крепкое, до воскового тела цепкое, ключ, замок, язык. Заклято. Слушай меня, восковая душа. Нарекаю тебя моим именем, заклинаю тебя могучим словом. Себя, инги, тревоги, маяту, суету и неудачи, душевные муки, страхи, переполохи, безденежье и препятствия снимаю и на восковое тело надеваю. Ты, идол восковой, чур из свечи, стань откупником. За меня страдай, гори, догорай, и мои беды с собой забирай. Тебе гореть, а мне жить и радоваться. Слово мое крепкое, до воскового тела цепкое, ключ, замок, язык.
Заклято. Сказали 3 раза. Когда я провела, кстати, вот я после этого проводила несколько раз, но первый раз, когда я провела, особенно сильно у меня сработало тогда. И я не могла найти достойную работу, чтобы отвлечься, уйти из всего этого. И через некоторое время мне начали на дом предлагать очень много работ. Дипломные писать и так далее. Вот такой был очень быстрый и сильный результат. Меня отвлекли, увели в сторону от всяких этих трудностей, депрессивного состояния. И я, собственно говоря, ожила. Итак, вот начинает гореть тот самый откупник. И в этот момент, сейчас исправлю, читайте 6 раз. Когда вы читаете, будет такое ощущение, как будто с вас вот такую пружину с головы вытаскивают. Вот все пойдет ходуном. Вам может немножко плохо стать, может затрясти. Может такое ощущение, вот, знаете, после пчелиного укуса, когда пухнут пальцы, рука. Вот, то есть вот, или когда холод, резко выходишь и начинает вот подушечки пальцев там слишком оживляться, горят прям. Это нормально, это хорошо. Зато потом вам станет легче. Так, начнем. Вот тебе откуп, ярый огонь. Сожги откупника тело восковое, а меня не тронь. Вместо меня пусть горит мой откупник, а с ним сгорят и мои неудачи. Откупник, унеси мои беды с собой, и в сырой земле найди упокой. Заклинаю. Так, сейчас, секунду. Правильно сейчас слышу. Еще раз. Не сгибайте пальцы, когда читаете. Лучше пишите где-нибудь. Это так на всякий говорю. Не сгибайте, у вас должна быть энергия свободная. Вот тебе откуп, ярый огонь. Сожги откупника, тело восковое, а меня не тронь. Вместо меня пусть горит мой откупник, а с ним горят и мои неудачи. Откупник, унеси мои беды с собой, и в сырой земле найди упокой. Заклинаю. Вот тебе откупник. Вот тебе откуп, ярый огонь. Сожги откупника, тело восковое, а меня не тронь. Вместо меня пусть горит мой откупник, а с ним горят и мои неудачи. Откупник, унеси мои беды с собой, и в сырой земле найди упокой. Заклинаю. Вот тебе откупник, ярый огонь. Откуп-то что ж такое? Вот тебе откуп, ярый огонь. Сожги откупника, тело восковое, а меня не тронь. Вместо меня пусть горит мой откупник, и с ним горят и мои неудачи. Откупник, унеси мои беды с собой, и в сырой земле найди упокой. Заклинаю. Вот тебе откуп, ярый огонь. Сожги откупника, тело восковое, а меня не тронь. Вместо меня пусть горит мой откупник, и с ним горят и мои неудачи. Откупник, унеси мои беды с собой, и в сырой земле найди упокой. Заклинаю. На всякий еще 1 раз, уже не помню, 6 раз или нет. Вот тебе откуп, ярый огонь. Сожги откупника, тело восковое, а меня не тронь. Вместо меня пусть горит мой откупник, а с ним и горят мои неудачи. Откупник, унеси мои беды с собой, и в сырой земле найди упокой. Заклинаю. Ой, немного так это покружилась голова, но ничего страшного. Да, вот прям. Так, все, заканчиваем. Естественно, ждать я не буду, пока это все будет гореть, потому что это долгий вопрос. Но даже тогда, когда я вас просто учу,
как и что делать. Даже в это время, скажем так, у меня тоже происходит определенная чистка. Ну, люди общественные, они... Ой, извиняюсь, я думала, что зажгла. Люди общественные, они подвергаются всему этому. И нападкам, и зависти. Ну, все время смотрят, видят тебя, им кажется, что тебе все легко просто дается, что там в раю живешь. Да? Хотя певица наша известная показала себя с подлой стороны, но песни-то не она писала. И вот помните песню как все, я по земле хожу, хожу, и у судьбы, как все, счастье себе прошу. Да, может, мне что-то и дано больше, чем другим, но я такой же человек, как и вы. Всем удачи!